Можно ли создать семью с манипулятором? Один из самых частых вопросов от жертв психологического насилия. И мой ответ: в этой жизни вы имеете право на все. И даже на создание семьи с манипулятором. У меня же достаточно философское отношение к этому, так как считаю, что все определяет наш выбор. И если человек хочет прожить жизнь с манипулятором, ну что же. Я скорблю от таких выборов, но все же считаю, что важно понимать последствия такого решения. А для этого нужно ответить себе на несколько вопросов. Первый. Какая это семья? Каких детей мы вырастим, находясь в таких отношениях? И чем, как правило, заканчиваются такие отношения? Какие последствия для меня? И что заставляет нас создавать такую семью? Итак, предлагаю разобраться по порядку. Какая это будет семья? Начнем с важного. Мне кажется, что главная проблема, почему мужчины и женщины попадают в такие отношения, главная причина в незнании, в неправильно расставленных приоритетах. Дело в том, что социум постоянно погружает нас в трясину общественного мнения, которое громогласно заявляет: нужно выйти замуж, нужно жениться и завести детей. Вместо того, чтобы мечтать о счастливых отношениях, мы думаем о браке. Вместо того, чтобы подумать о генах и личности наших будущих детей, мы думаем, что важно родить. И что происходит по итогу? Мы приходим к точке, когда уже вроде как пора, и терпим насилие в надежде реализовать поставленную обществом программу. Ловушка захлопывается из-за нашего непонимания и страха общественного мнения. А замком становится уникальное устройство нашей психики. На бессознательном уровне мы чувствуем и понимаем, что отношения – это двустороннее движение. И, соответственно, мы знаем, что на любую инвестицию мы должны получить ответную. А что происходит в отношениях с манипулятором? Ты бесконечно инвестируешь эмоционально, физически, интеллектуально, часто финансово. И твое бессознательное жаждет вернуть инвестиции. Вместо того, чтобы признать банкротство, мы продолжаем инвестировать, все больше погружаясь в трясину семьи с манипулятором. Каких детей мы вырастим в этой семье? Если отец психопат, то здесь нужно быть готовым к последствиям, поскольку эта аномалия передается генетически. Если просто манипулятор, то ребенок будет копировать его модель поведения. Если вы женщина и у вас сын, то он будет копировать такое отношение к женщинам. Если дочь, то вы научите ее терпеть психологическое насилие годами, что любовь – это подавление и страдание. Если вы мужчина и у вас сын при матери-манипуляторе, то его моделью любви будет психологическое насилие, и влюбляться он будет в таких же. А дочь будет копировать модель поведения отношения у матери, соответственно, унижать своего будущего избранника. Собственно, это ответ на вопрос, почему дети страдают из поколения в поколение, потому что модели, заложенные в семье, становятся их проклятием. Хорошо, что, став взрослым, ребенок может это изменить. Какой будет такая семья? Конечно, все члены семьи будут пребывать в постоянных эмоциональных качелях. Манипулятор будет продолжать держать уже всю семью в состоянии нелогичности, неизвестности, неопределенности, используя разные приемы для этого. Один из самых частых – это форма постоянная или периодическая недоступность, так называемый газлайтинг. Обязательно посмотрите мое видео на эту тему. Наказание исчезновением или просто молчание за плохое поведение. Следующий любимый прием – введение в игру третьих лиц, излюбленный способ стимуляции уставшей жертвы или не желающей помогать. Легкий вариант такого метода воспитания – это рассказ. А вот Таня это сделала, а вот Маша мне помогала. Тяжелый удар по психике – это знакомство с новой длинноногой пышногрудой сотрудницей, которая теперь точно ему поможет. Он заставляет конкурировать. И жертва остается в рабстве, сказав себе: я же мудрая, я уже столько всего сделала, потерплю, прикрывая перед подружками свое решение фразой «жалко его дурака». С годами секс тоже станет обязательным полем для манипуляции. Обязательно посмотрите мое видео на эту тему. Секс как приз за хорошее поведение – частая модель такой семьи. Перенос ответственности на жертву. Этот метод будет использоваться всегда. Ты сама этого хотела, ты получишь в ответ на желание поговорить об отношениях. Ты истеричка, будут внушать тебе, когда твоя психика в желании освободиться от давления будет кричать «СОС». Ты сама это сделала, когда будет конфликтная ситуация. Постоянное культивирование чувства вины с помощью переноса ответственности.
Применяется этот способ для того, чтобы ты старалась еще больше. Причем, когда все хорошо, то это он герой. Когда что-то не так, то в этом виновата ты, лично ты и только ты. Такие отношения всегда будут подкреплены тотальной системой понижения самооценки. Бесконечные разговоры о том, какая жертва ущербная и как ей повезло, что у нее есть он. Поэтому еще раз напомню, если кто-то пытается вас изменить или вызвать чувство вины, это первый признак манипуляции. Со временем он внушает программу. Ты никому не нужна, кроме меня. Тебя могу вытерпеть только я. Женщина с детьми никому не нужна. Ты останешься одна, ты некрасивая. Тебе повезло, что на твоем пути встретился я, иначе бы на тебе никто бы и не женился. Итог всего этого – это, конечно же, проблемы со здоровьем, нервные срывы и депрессии. Большинство жертв после 7 лет таких отношений заканчивают алкоголизмом или антидепрессантами. А психологический насильник еще и приговаривает: в этом виновата только ты. Это с тобой все неправильно, я же говорил, ты ненормальная. Зачем я говорю об этом? Я не призываю расставаться или не создавать семью с манипулятором, потому как считаю, что такое решение должен принимать сам человек. Я призываю к другому, к пониманию последствий таких отношений. Пониманию того, что он не изменится, что с годами, как правило, становится только хуже. Вам не вылечить манипулятора своей любовью, и ни в коем случае ваши походы к психологу его не изменят. Что бы вы ни делали, рано или поздно станет для него плохо. Почему? Потому что мир психологического насильника другой. Ему доставляет удовольствие насилие, он без него не может. Если вам не больно, в его реальности вы его не любите. А вот когда вы бьетесь в истерике, рыдаете и стонете от боли, значит, все хорошо. Напомню, что только мы определяем свое будущее сегодняшним выбором. Берегите себя и будьте бдительны. Ваши лайки и комментарии могут спасти судьбы тысяч людей. Спасибо за рекомендации и поддержку. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании к этому видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, потому что только знания уберегут вас от манипуляции.